Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 11 февраля 2019 года. Несмотря на то, что вы уже много раз отвечали на этот вопрос, нам все равно так или иначе приходят вопросы, связанные с событиями, которые каждую субботу проходят во Франции. В частности, Александр спрашивает: Валерий Викторович, а чего все-таки, имеется в виду, на самом деле добиваются организаторы митингов желтых жилетов во Франции? Эти манифестации очень странные. Люди собираются каждую субботу, потом расходятся. В следующую субботу их снова собирают. Это перманентное давление на страну неужели стоит того, и цели достигаются? И почему не слышно, что к манифестациям подключились мигранты? Уж они бы точно добавили огоньку. Но нет, каждый раз происходит примерно одно и то же, с видимым отсутствием результатов. Например, уступки Макрона митингующим ситуацию не изменили. Но они не могут изменить, потому что, вот правильно человек отметил, что вот такое ощущение, вот я имею в виду не с точки зрения анализа управления, а вот у обывателя. Вот какое ощущение? Вот он смотрит на этих желтые жилеты. Вот люди выходят отбывать номер. То есть вот репертуар, так скажем, бродячего цирка один и тот же, в одном и том же месте выходят, что-то там покричали, что-то поделали, и все. У полиции одни задачи, у манифестантов другие задачи. Вышли, каждая свои роли исполнили и снова разошлись. Но действительно, ведь можно было подключить мигрантов. Вспомните 2005 год, другие ситуации. Ведь просто можно развернуть огромную такую социальную акцию, огромное напряжение. Вот. Можно расширить круг требований, сделать их каким-то образом более актуальными. Можно каким-нибудь образом подставить государственное управление, чтобы вызвать всплеск. Ничего же этого не происходит. Но вспоминаем тогда, о чем я говорил изначально. Макрону не представляется никакой проблемы задавить акцию желтых жилетов. Но поскольку является насущной необходимостью скрытие различных процессов надгосударственного глобального управления, в частности, процессы, происходящие в Соединенных Штатах и в России, с разборками с американской страновой элитой по отношению, которые проводит Трамп, и с подпиндосниками, которые проводит Путин, а это все выходит на международную арену, чтобы к этим процессам у толпы не было интереса, то эти желтые жилеты выходят и поддерживают определенную, в таком эмоциональном напряжении всех обывателей. Периодически желтые жилеты появляются то там в Израиле, то там в Брюсселе, в Бельгии, то появляются в Германии. Где-то подогреть, где-то поддержать, где-то отвлечь. А процесс управления идет сам собой. Толпа отвлечена, есть что обсуждать, есть куда выплеснуть накопившееся социальное напряжение. Вот. И это будет тянуться ровно столько, сколько это необходимо для того, чтобы достичь цели управления. Надо сказать, что желтые жилеты уже подзатянулись в связи с некоторой неэффективностью тех мероприятий, которые проводит глобальное управление. И неэффективность это связана с тем, что американская страновая элита, будучи инструментарием проведения глобальной политики и глобального предиктора, а Соединенные Штаты своей внешней политикой влазят в зону глобальной политики, так вот этот инструментарий постоянно дает сбои и не так эффективно гасит именно, собственно, хищнические интересы американской страновой элиты по паразитированию на странах всего мира.
И поэтому в Европе, где идут процессы отстройки от Соединенных Штатов, вот соглашение, которое подписали новое между Францией и Германией, это же надо все скрыть, нужно же скрыть тайные механизмы. Вот толпе показывают вот такие цирковые аттракционы, где с той или иной степенью напряженности идут эти процессы. Посмотрите. 300 тысяч в начале, падает до 20 тысяч, теперь поднялись до 50 тысяч и держится вот в этом пределе. Почему? Ну, потому что, ну как, до 20 это слишком мало, это уже не держит, надо подстегнуть. Подключили определенные механизмы, подключили определенные системы управления через НКО, любителей там почтовых марок и аквариумных рыбок. Вот. Вывели, сделали определенную массовку, напрягли. У всех есть что обсуждать. Есть картинка, которую показать по телевизору. Цели управления достигнуты. Толпа находится в определенном напряжении, у нее есть информационный продукт, который она пережевывает, и не интересуется, как протекают вопросы глобального управления, надгосударственного управления. Так что спектакль продолжается. Когда закончится, все сойдет на нет. Если же побеждает американская страновая элита, то, соответственно, тут же правительство Франции начинает делать ошибки, социальный протест начинает нарастать, общество подключается, но тут и подключаются мигранты.